Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на своем авторском музыкально-аналитическом канале, где мы вместе с вами учимся не только слушать музыку, но и понимать ее. После моей реакции на песню шамана «Реквием» 22.03.24, ссылка появится вот здесь вверху, я получил от вас очень много комментариев. И среди них я выделил две необычных группы. Эти обе группы связаны с двумя основными вопросами. Первая. Песня «Реквием» 22.03.24 не является авторской. Авторство принадлежит известному израильскому певцу Шломи Шабату. Эта песня называется «Аба». И вторая группа вопросов связана со следующим. Мог ли шаман написать эту песню за сутки или за, примерно 30 часов? Я постараюсь не только ответить на эти два вопроса, но я также хочу дать вам особый бонус. Вы сами сможете с большой долей вероятности определять, наличествует ли в каком-то треке или в музыкальном клипе авторский контент, который не принадлежит тому, кто выпустил этот клип. Поэтому досмотрите внимательно до конца. Я думаю, что это видео для многих может быть полезным. Итак, для начала давайте мы с вами определимся, что такое плагиат. Плагиат в музыке – это нарушение авторских прав на музыкальное произведение, связанное с присвоением чужого авторского права на всю композицию целиком, либо на отдельные ее части. В том числе это касается выпуска чужого произведения под собственным именем, его издания без указания соавторов и использования материала без разрешения создателя. Для того, чтобы мы с вами смогли проанализировать песню шамана на предмет плагиата, я возьму фрагмент небольшой из реквиема, это будет запев и припев, и то же самое я сделаю с песней «Аба, Папа» Шломи Шабата. Начнем. Эту боль на душе не унять, но я знаю, что нас не сломать, и нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России 22.03.24. Это был запев и припев. Боже, помоги нам грешным, без тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет. Не забудем никогда, в нашем сердце навсегда. Этот день мы будем помнить до конца. Очень сильная песня, очень сильный запев и припев. Давайте послушаем Шломи Шабата. אבא, זוכר את השבילים לבית הספר, את כל המנגינות מתוך החדר, שהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבא בין שפתיך. אבא, Вот и על припев. הדרכים שכה אהבת לטפח, אני הלכתי וניסיתי לנצח, ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך, אני שונה ממך, אבל מאוד כמוך. Ну что ж, вот мы с вами и прослушали два фрагмента двух разных исполнителей. Я могу говорить сейчас только от себя, и я вам могу сказать, что, несомненно, эти два фрагмента весьма похожи по мелодике. Однако в них присутствует и определенная доля
разницы или различий. Первое. Жанр, в котором исполняет Шломи Шаббат, это лирическое произведение. Шаман исполняет это как драматическое произведение. Тональности разные, обе минорные. Шаман поет в тональности ре минор, он начинает в ре минор и заканчивает на доминанте ля мажоре. Шломи Шаббат начинает в си бемоль миноре и заканчивает тоже на доминанте, это фа мажор. Однако внутри самого построения существуют другие, у них разные гармонические построения, разные гармонии. Также шаман имеет отдельно запев, который отличается от припева. У Шломи Шаббата запев и припев крайне похожи. Также я хочу вам заметить, что каждый из этих певцов, уважаемых певцов, является признанным в своей стране. Он известен, каждый из них, за рубежом, но это не международные пока, по крайней мере, певцы. Это не группа Queen или не Майкл Джексон, которые известны по всему миру. Эти певцы известны каждый в своей стране, и я сильно сомневаюсь, что они знакомы с творчеством друг друга. Откуда же берутся похожести в мелодиях? Зачастую это происходит от логики, которая заложена в саму фразу, в сам смысл произведения. И там, и тут есть моменты обращения. Обращение «папа», «Боже». И музыканты, когда пишут на свои слова или на авторские слова уже свою музыку, они пользуются как раз схожими технологиями. Позвольте, я вам поставлю третью песню, которая будет одновременно похожа чем-то на первую и вторую, и в ней будет тоже обращение «Мама». Это песня Газманова. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. Ну вот, вы и услышали третий вариант, который тоже очень похож на первые два. И там, и здесь присутствуют очень похожие фрагменты музыкальные, и я не думаю, что кто-то из этих трех авторов, а на мой взгляд это три разных автора, никто из этих трех авторов не использовал моменты плагиата. Каждый из них писал свою музыку, по-своему где-то похожую друг на друга, а по-своему и не похожую. Это три разных произведения, три автора и три разных песни. Я вам высказал свое мнение. Мне было бы интересно также узнать ваше. Напишите в комментариях. А сейчас я хочу перейти ко второму вопросу. Как мог певец-шаман написать такое произведение за сутки или за промежуток времени до 30 часов, одновременно снять клип и запустить это все на платформы, где мы с вами можем это все увидеть, например, на YouTube. Здесь нет какой-то особой сложности. Первый вариант – это возможность использования своих заготовок. Второе. Шаман является очень грамотным музыкантом, дипломированным специалистом, и для него, я уверен, не составляло особой проблемы записать свою музыкальную реакцию. А это, то, что он записал этот клип, это является его авторской музыкальной реакцией, которая делается спонтанно, делается очень быстро и делается на вдохновении. Если вдохновение есть, если есть возможность сделать аранжировку либо самому, либо с грамотным аранжировщиком, временная проблема основная дальше будет только на сведении клипа,
Потому что если вы посмотрите сам клип, он очень прост. Операторская работа минимальная. Камера чуть-чуть наезжает, отодвигается, наезжает. Вот, собственно говоря, и вся операторская работа. Дальше это сведение звука и сведение видео со звуком. И никаких там спецэффектов, если вы посмотрите, не заложено. Звук обработан качественно и хорошо, и вот это вот все реально могло занять при желании и возможностях до 30 часов без каких-либо проблем. Даже, возможно, до 24 часов. То есть никаких проблем в том, чтобы грамотный музыкант это сделал, при наличии возможностей и финансов нет никаких. Ну и теперь давайте перейдем к бонусной части. Вы легко сможете определить наличие какого-то авторского контента в видео или аудио, например, на YouTube, если вы зайдете на сам клип, опуститесь чуть ниже, и в самом низу вы увидите ссылку на, например, трек, откуда в этом видео появилось что-то не авторское. Там будет указание автора и название трека. Если вы внимательно посмотрите на видео, которое выпустил Ярослав Дронов, известный нам как Шаман, там нету никаких значков, что существуют какие-то авторские ограничения. Если вы зайдете конкретно на мое видео, на мою реакцию, ссылку я также оставлю и внизу, то вы внизу увидите ссылку на трек Шамана. Таким образом, в моем видео присутствует трек, который мне не принадлежит, и YouTube на это указывает. При помощи уже грамотных алгоритмов YouTube вы можете это сделать сами. Поэтому, если бы Ярослав Дронов, известный нам как Шаман, использовал бы песню Шломи Шабата, то я более чем уверен, YouTube смог бы это распознать сразу и указать на то, что трек не является авторским или частично не является авторским. Такого под видео Шамана вы не найдете. Я также склоняюсь к тому, что этот клип и эта музыка являются авторскими и принадлежат Ярославу Дронову, известному нам как Шаман. Я надеюсь, что мое видео было вам полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, если оно вам понравилось. Также я буду признателен вашей помощи в развитии канала. Станьте его спонсором. Ссылки появятся здесь и здесь. Также я являюсь дипломированным преподавателем музыки и сольфеджио, и я буду рад дать свои частные уроки москвичам и жителям ближайшего Подмосковья лично, а остальным по средствам видеосвязи, таким как Skype. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Опять же, ссылки все будут в описании. Желаю вам всего самого хорошего и до новых, и, надеюсь, скорых встреч. С вами был автор канала.